Да, я Человек-паук. И я облажался. Всем привет, с вами Трейд. Фанаты по всему миру любят Человека-паука за его благородство, самоотверженность и правильные поступки, с которых хочется брать пример. Однако Питер Паркер не идеален и, как любой человек, способен на необдуманные и поспешные действия, приводящие к ужасным последствиям. Все мы знаем о хорошей стороне супергероя и редко обращаем внимание на плохую. Поэтому в данном видео я разберу самые худшие поступки Человека-паука, совершенные им в фильмах. Поехали! Мой дядя Бен погиб. По моей вине. Начинаем с самой важной провинности, которая повлияла на становление Питера Паркера супергероем. В первом фильме Сэма Рэйми персонаж, обретя новые способности, решил использовать их ради заработка денег и отправился на ринг. Вместо обещанной за победу суммы он получил в разы меньше, из-за чего далее намеренно упустил грабителя, который украл деньги организатора боя. А теперь плакали мои денежки. А вот это явно не моя проблема. Питер не думал, что данный инцидент приведет к каким-то последствиям, однако по совпадению именно тот вор будет причастен к убийству дяди Бена. Спасибо. Увидев лицо преступника, герой был очень удивлен такому исходу событий и осознал свою роковую ошибку. Таким образом, Человек-паук вынес для себя главный жизненный урок, вспомнив, что с великой силой приходит великая ответственность. В тот раз его мимолетное желание отомстить обидчику повлекло за собой смерть дорогого ему человека, поэтому он поклялся использовать свои способности только во благо. Мне очень жаль, что так получилось. Кажется, я начинаю понимать, что ты чувствуешь. В фильме «Новый Человек-паук» от режиссера Марка Уэбба история вновь повторилась, за исключением нескольких деталей. Вместо участия в боях Питер Паркер сильно поссорился с дядей и тетей и ушел из дома. Бен вышел следом за ним, но потерял его из виду и начал поиски. В это время Стенолаз отправился в магазин, где кассир отказался продавать ему товар, так как у него не хватало денег. А вот следующий покупатель оказался вором, которого Паркер как раз и не задержал, хотя у него была такая возможность. Эй, парень, поможешь? Не моя политика. В итоге преступник пересекся на улице с дядей Беном и застрелил его, пока племянник был неподалеку. Господи. Ну а позже Питер узнал приметы убийцы, которые совпали с приметами того самого грабителя магазина. Несмотря на такую печальную трагедию, в произошедшем есть и положительный момент, ведь именно данный опрометчивый поступок наставил Питера Паркера на правильный путь. Работа Человека-паука сложна и неоднозначна, из-за нее ему приходится отказываться от личной жизни, что приводит к различным проблемам и переживаниям. Поэтому неудивительно, что порой Питер всерьез задумывается забросить свое дело. Такой момент встречался почти в каждой интерпретации истории Спайди, и фильм «Человек-паук 2» не стал исключением. Личная жизнь героя была разрушена, и на фоне стресса у него стали пропадать паучьи способности. После этого он решил прислушаться к совету доктора и отступил от своего альтер-эго. Тогда Питер Паркер символично выбросил костюм и начал все с чистого листа. Вот только отказ от супергеройства не должен был привести к отказу от своих принципов, что проявилось в одной из сцен. Паркер спокойно шел по делам, как вдруг увидел в переулке драку двух грабителей с безобидным парнем. Персонаж мог вмешаться, но не стал этого делать, чтобы подчеркнуть серьезность и бесповоротность своих намерений. Конечно, учитывая отсутствие в данный период суперсил, Питер вряд ли смог бы одолеть противников. Однако даже в подобных ситуациях в комиксах и фильмах он частенько пытался что-то предпринять, несмотря на угрозу жизни. Так что данный поступок действительно выставляет Человека-паука не в лучшем свете. Но хорошо, что в скором времени он все-таки поменял свой выбор в пользу возвращения к образу Стенолаза. Я не прошу простить меня, но я хочу, чтобы ты понял. Я тоже натворил много ужасного. Фильм «Человек-паук 3. Враг в отражении» собрал в себе сразу несколько глупых и неудачных поступков супергероя. Большинство из них были совершены под действием симбиота, но и перед слиянием с инопланетным организмом он успел показать себя с плохой стороны. Питер Паркер наконец-то начал налаживать личную жизнь, у него появились серьезные отношения с Мэри Джейн, и он даже планировал сделать ей предложение. При этом он продолжил быть Человеком-пауком и однажды спас Гвен Стейси, за что был приглашен на вручение ключа от города. Находясь на сцене вместе с паутинником, Гвен услышала просьбу толпы поцеловать героя, после чего тот отчетливо выразил согласие. Таким образом, Человек-паук поцеловался с едва знакомой девушкой прямо на глазах у своей возлюбленной. Непонятно, о чем вообще думал Питер в этот момент и что вдруг повлияло на его решение. А еще больше удивляет наивность и глупость героя в дальнейшем, когда он после случившегося уже собрался делать предложение Мэри Джейн, считая, что его действие на той сцене останется без внимания. Это был наш поцелуй. Ну зачем ты это сделал?
Ты наверняка знал, каково мне будет это видеть. В общем, со стороны персонажа такой поступок кажется максимально нелепым и нелогичным, и ему нет оправданий. Похоже, сценаристам нужен был любой поворот, лишь бы усложнить отношения Питера и МД. Ну а теперь пройдемся по поступкам Человека-паука, которые он совершил во время владения симбиотическим костюмом. Как известно, пришелец способен влиять на разум хозяина, поэтому все действия Питера были преувеличены, и в обычный период он бы вряд ли так поступил. Я боюсь, что ты натворишь глупостей. То есть найду убийцу дяди? И сделаешь то, о чем будешь жалеть. Все началось с попытки уничтожить настоящего убийцу дяди Бена, Флинта Марко. Паучок думал, что давно устранил виновного человека, но в преступлении оказался замешан и другой участник. Узнав такую новость, Питер загорелся идеей отомстить Флинту, причем вместо того, чтобы посадить его в тюрьму, он решился на хладнокровное жестокое убийство в образе черного Человека-паука. Что, это для тебя важно? Бесконечно! К этому моменту враг уже обрел новые способности и превратился в песочного человека. Поэтому между персонажами состоялась полноценная драка, по итогу которой Марко растворился в воде. Туда тебе и дорога. Да, антагонист окончательно не умер, однако Питер был уверен, что все-таки совершил убийство. А будь на месте суперзлодея обычный человек, Паучок бы точно его убил. Флинт Марко, убийца дяди Бена, вчера вечером был убит. Возможно, только после разговора с тетей Мэй герой понял, что был неправ. Как ни крути, но Человек-паук не должен убивать своих врагов. Это может произойти, допустим, по неосторожности или в несчастном случае, но намеренно Паркер не имеет права переступать черту. Что ты сделал? Отомсти за меня! В этом фильме у Человека-паука было аж 2 сражения с Харри Осборном, его другом детства, который поклялся отомстить супергерою за смерть отца. Он стал намного ближе к своей цели, когда узнал, кто скрывается за маской Спайди, и затем подверг свое тело превращению в гоблина. Безусловно, Питер не хотел драться с Харри, но это была вынужденная мера. Однако в обеих ситуациях особенно поражают конечные способы победы над гоблином-младшим. В первом случае герой завел своего друга в такое положение, что тот упал с огромной высоты и потерял сознание. К счастью, он всего лишь на некоторое время лишился памяти, но исход мог быть и более плачевным. Во втором случае персонажи дрались уже в помещении, напичканном арсеналом Зеленого Гоблина. Битва была достаточно ожесточенной, и в результате Питер одержал заслуженную победу. Вот только финальный штрих сильно портит картину. Харри попытался бросить бомбу в сторону Паркера, но тот увернулся и запустил ее к противнику. Как-то не по-геройски и не по-дружески дважды ставить Осборна в смертельно опасное положение. Харри, наверное, родился в рубашке, раз от взрыва бомбы, которая способна без остатка уничтожать людей, он всего лишь получил шрам на лице. В более реалистичной версии персонаж бы уже умер, и Питер вряд ли гордился бы своим поступком. Кто ты такой? Я не знаю. Далее симбиот продолжил действовать на разум Паучка, и он, воодушевленный своими успехами, успел исполнить несколько постыдных танцев. Конечно, к ним самим нет никаких претензий, но вот момент в джаз-клубе оставляет неприятное послевкусие. Во-первых, Питер Паркер устроил целое представление, лишь бы обозлить Мэри Джейн, а во-вторых, он затеял небольшую потасовку с охранниками заведения, в ходе которой под его горячую руку попала сама МД. Что в сцене с поцелуем, что здесь, Питер повел себя как откровенный кретин. Но ударив девушку, он хотя бы осознал, что поступил неправильно, и поэтому решил избавиться от инопланетного костюма. Пожалуй, Человек-паук Тоби Магуайра является лидером по количеству плохих поступков, и на его фоне Эндрю Гарфилд вообще чуть ли не идеальный. Да, ему также пришлось из-за своей оплошности пережить смерть дяди Бена, но потом он старался вести себя подобающе настоящему супергерою. Участь Спайди такова, что люди рядом с ним всегда будут находиться в опасности и в любой момент могут пострадать. Так случилось с капитаном полиции Джорджем Стейси, который перед своей смертью взял с Питера обещание, что тот не будет впутывать Гвен в свои дела. И в первое время герой вправду пытался отказаться от отношений с ней, но в конце фильма, к сожалению, сорвался. Не давайте обещаний, которых не сдержите. А я так люблю это делать. Уже в следующей части Паркера начали терзать сомнения, правильно ли он поступает, нарушая данное обещание.
И в итоге парень вновь разорвал отношения с Гвен. Это был единственный верный вариант развития событий. Паркеру и Стейси не суждено быть вместе, ведь угроза всегда преследует Человека-паука, а вместе с ним и дорогих ему людей. Однако любовь оказалась сильнее желания остаться в живых, и персонажи решили в очередной раз сойтись. Увы, но результат не заставил себя долго ждать, и вскоре Гвен умерла, так как Паучок не смог ее спасти. Не умирай, не умирай, не умирай, не умирай, только не умирай. А корень проблемы в том, что Паркер не послушался капитана Стейси. Уж лучше быть одиноким, но зная, что возлюбленная жива и здорова, чем всю жизнь корить себя за ее смерть. Я не смог ее спасти. Я так и не сумел себе этого простить. Все версии Питера Паркера начинали свой супергеройский путь в юности, но самым молодым стал Том Холланд. Возраст и неопытность его персонажа выливались в кучу необдуманных поступков, а некоторые из них приводили к ужасным последствиям. Ты умный малый, просто... Дурак. Как оказалось, к Питеру очень легко вторгнуться в доверие, а затем обмануть. В фильме «Человек-паук вдали от дома» этим воспользовался Квентин Бек, который хотел извлечь из сотрудничества с Паучком собственную выгоду и стать новым супергероем в глазах общественности. В первую очередь Мистерио удалось одурачить Марию Хилл и Ника Фьюри, которых тогда как раз подменяли Скруллы. Ну а потом и у Питера Паркера не осталось сомнений, что Квентину можно доверять. Он видел, как Мистерио сражается с элементалами и в качестве благодарности решил подарить очки Тони Старка, которые управляют дронами Stark Industries. Простенько и со вкусом. Кто-нибудь снимите этот дурацкий костюм и побыстрей! В итоге, сам того не подозревая, Спайди помог усовершенствовать иллюзии злодея и сделать его еще более опасным и смертоносным. А ведь чтобы это все предотвратить, было бы достаточно не доверять мощнейшую технологию человеку, с которым знаком несколько дней. Когда же люди очнутся и осознают, что где бы ни появился Человек-паук, он приносит с собой хаос и бедствие? Казалось, что после событий вдали от дома Питер должен был вынести определенный урок, но уже в следующей картине он снова наступил на те же грабли. Если в прошлый раз враг выдавал себя за героя, то в «Нет пути домой» Паук столкнулся с самыми настоящими злодеями, прибывшими из других вселенных. Питер узнал, что вернувшись в свои миры, все эти персонажи умрут, но у него есть шанс их вылечить, чтобы они остались в живых. Его цель в данном случае благородна, но исполнение замысла очень сильно хромает. Человек-паук привел 4 опаснейших преступников в обычную, неоснащенную защитой квартиру и еще надеялся, что все пойдет по плану. Но ему не повезло, ведь среди врагов был эмоционально нестабильный Норман Осборн, который вмиг обезумел и разгромил здание, в конечном счете убив тетю Мэй. Мэй! Что ты делаешь, Мэй? Пожалуйста, не молчи, проснись и ответь мне. Получается, что Питер Паркер опять очень сильно сглупил, хотя можно было достичь цели и безопасным путем. Например, изготовить все те же самые антидоты удаленно, оставив злодеев в тюрьме, и только потом каждого поочередно исцелить. Надеюсь, что хотя бы после второго раза Человек-паук усвоит свою ошибку и перестанет доверять антагонистам. Ее не стало. По моей вине. Просто хочу сам тебя убить. Это по-мужски. Месть – это чувство, которое затмевает разум и дает волю эмоциям. Питер частенько сталкивается с несправедливостью, поэтому он, как никто другой, может быть подвержен ужасному чувству мести. Герой старается сдерживаться, но когда злодеи вторгаются в его личную жизнь, он не может оставаться в стороне. Персонаж Тома Холланда долгое время не осознавал свою ответственность и обходился без потери близких людей, раскрывая личность почти каждому встречному. Я Питер Паркер. Привет, Питер Паркер. В результате это привело к тому, что его секрет стал известен всему миру, и было бы странно, если бы такое событие осталось без последствий. Человек-паук совершил ошибку, доверившись врагам и в особенности Зеленому Гоблину, и из-за этого потерял тетю Мэй. После случившегося герой горел желанием отомстить, отступив от изначального плана и отправив злодеев в свои вселенные раньше времени. Однако ему на помощь пришли люди-пауки из других миров, и они помогли Питеру один ненадолго забыть свое горе. А затем на поле боя прилетел Зеленый Гоблин, который на этот раз попытался убить Мишель. Благо, все обошлось, но Питер не мог просто смириться и, дождавшись нужного момента, стал жестоко избивать Нормана Осборна. Дошло даже до того, что он намеревался проткнуть антагониста его же глайдером. Но, к счастью, от поступка, о котором он бы еще долго жалел, его уберег Человек-паук Тоби Магуайра. Если бы Питер вовремя не опомнился, он довел бы дело до конца, и его жизнь никогда бы не стала прежней. И, кстати, символично, что Холланда остановил тот паук, который сам был ранее охвачен чувством мести. Спасать так уж всех. Да? Да.
Другого нам не дано. На этом у меня все. Сколько бы Питер Паркер ни оступался, он в любом случае остается хорошим супергероем и, что самое главное, хорошим человеком. Он не идеален, но право на ошибку имеет каждый. Пишите в комментариях свое мнение по данной теме, ставьте лайки, если вам понравилось видео, а также подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Спасибо за просмотр, всем пока!